Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Хочу вам показать, как связать вот такую аккуратнейшую резинку, которая обладает небольшим свойством к растяжению. Чем удобно, можно спокойно рассчитывать низ изделия, манжеты рукавов, то есть форму свою сохранит за счет того, что не имеет большой способности к растяжению. Есть небольшая разница, как эту резинку вязать классическими петлями и бабушкиным. Я покажу и тот, и другой вариант. Начну с классических петель, в связи с тем, что эта резинка проще вяжется именно классическими петлями. Бабушкиными тоже несложно, есть небольшая разница. Снимаем кромочную. У этой резинки 2 ряда, то есть раппорт резинки 2 ряда, 2 петли. Значит, первую, в общем-то, не важно, сколько вы наберете петель. Но лучше, если после кромочной будет идти одна изнаночная и заканчивать тоже одной изнаночной. У меня сейчас, кажется, 25 петель. Первый лицевой ряд, кромочную снимаем, изнаночная первая, далее лицевую снимаем, нить за работой и нить подтягиваем. Натягиваем нить, провязываем изнаночную. Лицевую снимаем, нить за работой, подтягивая нить, провязываем изнаночную, снимаем лицевую, нить за работой, снова подтягиваем хорошо нить, провязываем изнаночную, сняли лицевую, не провязывая, нить подтягиваем, провязываем изнаночную, снимаем лицевую, провязываем изнаночную, натянув нить, сняли лицевую, провязываем изнаночную, нить натянув, сняли лицевую, изнаночную провязали, нить натянута, кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд, второй ряд раппорта, последний, 2 петли, 2 ряда раппорт, снимаем кромочную, и теперь все петли мы провязываем как резинку 1 на 1, лицевая, изнаночная. То есть лицевой мы провязываем то, что мы видим лицевую сейчас, снятую в прошлом ряду петлю мы провязываем изнаночной. В общем-то, на том и все. Весь раппорт. Второй ряд провязывается как резинка 1 на 1. Кромочная, изнаночная. Вот так вот провязывается эта резинка классическими петлями. Сейчас я покажу, как ее провязать бабушкиными петлями. Вот так вот выглядит она. Вот так она выглядит с изнаночной стороны. А на лицевой вот такие красивейшие, просто лицевые снятые петельки. Очень аккуратные, очень красивые такие петли получаются. Мне очень нравится эта резинка. Сейчас покажу, как связать ее бабушкиными петлями. Разница будет небольшая, но она есть, поэтому хотела заострить на этом внимание ваше. Сейчас делаю набор нечетного количества петель. Начну с изнаночной и закончу тоже с изнаночной, поскольку такая резинка выглядит гармонично, гармоничней. Вот в таком варианте. Первые и последние петли изнаночные. Так, набрала еще одну, чтобы было нечетное количество. Первую петлю снимаем, не провязывая, кромочная. Вторая у нас изнаночная, бабушкина. Далее снимаем нить за работой, нить подтягиваем и провязываем бабушкину изнаночную. Далее снова снимаем нить за работой, подтягиваем рабочую нить, провязываем бабушкину изнаночную. Сняли нить за работой, изнаночная. Сняли нить за работой,
изнаночная. Сняли нить за работой, изнаночная, кромочная, изнаночная. Второй ряд раппорта. Все петли мы провязываем как резинку 1 на 1, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вы видите, что лицевой мы провязываем, вот, которую видим лицевую, мы ее провязали лицевую, ту, которую мы сняли в прошлом ряду, мы провязываем ее изнаночной, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот теперь обратите внимание, как в первом ряду раппорта я буду теперь снимать петли лицевые. То есть в первом ряду мы их снимали обычным способом сверху. Значит, сняли кромочную. Вот перед нами изнаночная, провязали изнаночной. И вот мы сейчас снимаем вот эту петлю, нить за работой, но петлю переворачиваем. Далее провязываем, как обычно, потянув рабочую нить, изнаночную. Нить за работой снимаем, перевернув петлю, изнаночная. Снимаем, перевернув петлю, нить подтягиваем, изнаночная. Сняли, изнаночная. Сняли, изнаночная. Кромочная, изнаночная. И теперь вот таким образом все остальные ряды лицевые будут выглядеть вот так. Нужно будет переворачивать лицевую петлю, когда мы ее снимаем без провязывания. Второй ряд изнаночный вяжем обычной резинкой. Изнаночная, лицевая, вернее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все изнаночные ряды будут провязываться вот таким образом. Лицевая, лицевой, ту, которую мы снимали, провязываем изнаночной. Лицевая, лицевой, которую мы снимали, провязываем изнаночной. Лицевая, лицевой, кромочная, изнаночная. Вот таким образом теперь будет вязаться вся резинка, как мы снимали в первом ряду обычным способом. Дальше мы всегда в лицевом ряду будем переворачивать лицевую петлю. Изнаночные провязываются обычной резинкой 1 на 1, то есть лицевую мы провязываем лицевой, та, которая была снята в прошлом ряду, мы будем провязывать изнаночной. Вот так вот выглядит эта резинка в обоих вариантах. Я, конечно же, провяжу немного повыше, чтобы было попонятней. Но, в принципе, это одно и то же. Просто есть разница между тем, как провязывается классическими и бабушкиными петлями. Вот таким образом выглядит сейчас резинка. Точно такая же, малорастяжимая. Вот такие аккуратные вытянутые петли. Вот так же она выглядит с изнаночной стороны. В общем-то, разницы между классическими и бабушкиными петлями в результате нет, но есть немножко разница в технике. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. С вами был канал Вяжем вместе с Мариной. Всего доброго!